Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас третий ролик. В нем бы мы хотели рассказать о Mitsubishi Lancer X, о том, как мы его покупали, как выбирали и вообще сделать обзор о модели в целом. Сразу хочу сказать, что обзор не будет там основываться на цифрах, на каких-то параметрах. Я хочу показать обзор со стороны пользователя, со стороны юзера, да, человека, который на этой машине будет ездить, и со стороны подборщика, который может вот сравнить ее с конкурентами, с альтернативными вариантами. К нам обратился клиент Тарас, сказал, что он желает купить автомобиль на автомате. Автомобиль должен быть красивый, молодежный, покататься годик и потом его продать. Рассматривали различные варианты, конечно же, сразу начали, классическая тройка, да, Lancer X, Mazda 3 и Honda Civic. Мы начали процесс автоподбора. Прорабатывали варианты, фильтровали, ездили смотреть. Владельцами подобных авто, как правило, являются молодые люди, и это накладывает отпечаток на состояние машин. Мы посмотрели несколько вариантов, но хороших не увидели. Но мы точно знали, что такие обязательно периодически находятся, что и случилось в пятницу вечером. Медлить нельзя было, сразу выехали на осмотр. Мы начали, как всегда, с внешнего осмотра, посмотреть автомобиль со стороны, как он выглядит, как на нем лежит краска, какие зазоры. В данном случае все ровненько, все красиво. Дальше мы померили автомобиль толщиномером. Ну и плюс при визуальном осмотре было выявлено, что две двери по левой стороне немножко отличаются и по цвету, и по тому, как лежит шагрень. Также есть небольшой дефект на передней правой двери. Давайте посмотрим детальнее. Заводские показания толщины краски для Лансера, в частности, в районе 100 микрон. Бывает 90, бывает 100, ну как-то так, чуть меньше, чем на европейцах. Вот, к примеру, некрашенное крыло 105, 98,3 и крыша 93,8. А вот эта дверь уже накрывалась краской 163. Это небольшой слой 170. Это говорит о том, что здесь был, по всей видимости, только лак. В этом месте хозяева нам сказали, что была царапина. И если посмотреть вот здесь, 160 это немного, а на этой двери где-то был слой толще. Вот 300, 500, 500, 800, 300, 145. То есть в этом месте было повреждение, и если посмотреть более внимательно, вот видно немножко здесь вот шпаклевка, да, она неровно лежит. Все, дальше просто идет переход краски, и соседняя деталь уже не крашена. Всегда, когда мы видим крашеный элемент, мы копаем глубже. Нам нужно понять, насколько сильная была история. То есть, было это царапина или удар. Если удар, обращаем внимание на стекло. Оно должно быть оригинальное. Если менялось, думаем, почему оно менялось. В данном случае стекло оригинальное. Если бы был сильный удар, опять-таки, относительно сильный, достаточно при скорости, не знаю, километров 10 в час въехать в дверь, и стойку уже придется красить. Давайте посмотрим проем, не красился ли он. Померяем проем. В проемах слой краски всегда тоньше. В данном случае показывает 61, 47, 58, 70, 53. Это говорит о том, что деталь не красилась. Соответственно, сильного удара, сильного повреждения не было. 69,5. Посмотрим то же самое сзади. 73, 62, 62. 59. Выводы. Было какое-то несерьезное повреждение. Все, больше по машине ничего не крашено, кроме одной маленькой точки на двери. Вот здесь ее тоже визуально видно. Ее пытались локально покрасить. В принципе, это незаметно там по оттенкам краски. Но вот в этом месте какая-то была ямка, и там красили. И вот видно небольшое повреждение на пластике, но это совсем ни о чем. Все, больше по кузову крашеных элементов нету. Есть небольшие коцки вот в виде такой вот вмятины, царапины.
Ну и Тарас уже успел сделать одну отметку на правой нижней губе. Все, по кузову, считаю, вопрос можем закрыть. Также стоит отметить, что автомобиль не полирован, к продаже он не готовился. Обычно, когда делают предпродажку, да, специалисты, профессионалы, машина полируется, фары полируются, и выглядят они совсем как новые. Здесь четко видно, что полировок нету, на фарах есть помутнение, это нормально, так должно быть, потому что машине 11 лет. На автомобиле установлено оригинальное стекло. Давайте посмотрим двигатель и под капотом. Здесь мы видим, что подкапотное пространство не мылось. Опять-таки, практически всегда при предпродажной подготовке здесь моют. Все болты заводские, то есть не кручены. Ни капот, ни крылья, ни там. То есть все отлично, все красиво. Двигатель все сухо. Собственно, так и должно быть. Теперь, что касается пробега. Автомобиль 2007 года выпуска, то есть сейчас ему там, грубо говоря, 11 лет. Здесь 60 тысяч пробега. Конечно, сейчас люди скажут, не может быть, там 200, 300, 500, сколько угодно, да, так не бывает. Пробег скручен. Но есть методики, по которым это можно проверить. В первую очередь, что выдает пробег на автомобиле? Это его общее состояние, это наличие сколов на фарах, на бампере, на капоте. У нас ни бампер, ни капот не крашен, и по ним можно оценить состояние как раз сколов. Также само фары не полированы. Опять-таки, если фары можно сполировать, то туманки практически никто никогда не полирует. Опять-таки, вот нижняя часть, радиаторы, вот можно посмотреть их. Вот, обратите внимание на радиаторную решетку, она не забита, не уничтожена камнями, там, не знаю, мошкой и так далее. Оценим состояние салона. Вот пробег 61 009. Когда покупали, было 60 с копейками. Ручка переключения всегда выдает пробег. Она как новая. Она вот, не затертая, не стертая. На ней есть текстура. Все идеально. Ручка стояночного тормоза. Как новая. Руль. В Mitsubishi, вот, к примеру, на пробеге 100 тысяч, вот эта вот штука, накладка серая, она при пробеге 100 тысяч начинает подтираться. На пробеге 150 она уже существенно потерта. Также сама руль. 100 тысяч начинает вот тут вот по швам уже есть следы. 150 они более существенные, 200 тысяч руль под покраску. Это я вам говорю средние данные. У кого-то, кто-то может уничтожить руль за 70 тысяч, у кого-то он на пробеге 200 будет как новый. Все индивидуально, но в среднем именно так. Также посмотрим сиденья, педали, вот даже коврики, да, здесь ковры оригинальные. Это не дешевые, не универсальные, это те, которые были с завода. Давайте оценим состояние сидения водительского. Оно в идеальном состоянии, оно не потерто, не заломано. Поролон плотненький, поролон не ремонтировался, ничего здесь не шилось, не перетягивалось. Прям огонь. Посмотрим задний ряд. Здесь тоже все в отличном состоянии. Вот просто как у нового автомобиля. Есть немножко там пыли, мусора. Я думаю, что ее не химчистили к продаже, потому что есть небольшие пятна, особенности вон спереди есть, на подлокотнике есть, на водительском сиденье есть. Сзади, наверное, как обычно это бывает, ездили очень мало. Одним из способов определения пробега или его опровержения является изучение резины, ее состояния, особенно если это
вернее, не особенно, а в том случае, если она заводская, установочная. В данном случае у нас заводская резина. Понять это можно по... Ну, во-первых, нужно знать, на какой резине такие машины выезжали у нас с салона, продавались. И вот здесь вот можно увидеть год выпуска, да, 2007, последние две цифры. Остаток протектора, ну, практически 4,5 миллиметра. На этой резине, конечно, еще можно было бы доездить, да, вот по высоте протектора, но по ее состоянию и годам есть смысл ее поменять на новую. Это, собственно, было и настоятельно рекомендовано клиенту. Осмотрели автомобиль на СТО, ничего страшного не нашли, поехали, переоформили, то есть купили, да. Посмотрите несколько кадров об этом процессе. Приехали в сервисный центр, переоформить автомобиль, сейчас проходим экспертизу. Ручник робочий. Допуск до 6 метрів. У вас 2,4, у машини ззаді 4,2. Допуск 6 метрів. У вас розвал скольження, ося стоять ровно относительно кузова. Амортизатори передні, амортизатори задні. Максимум показують 88, мінімум 40. Це остаток ізноса їх. Де 3,3 це між ними різниця. Не повинна перевищати 20%. Тобто у вас підвіска нормальна, амортизатори робочі. Теперь самый интересный вопрос. Сколько стоят такие машины? Если открыть сайты по продаже автомобилей, можно увидеть их там и за 7 тысяч, и за 8, там, и за 9, и за 10. Средняя цена там 8-9 тысяч. Мы взяли этот автомобиль чуть ниже 9, но в таком состоянии, с таким пробегом, ну, их практически нету. А может и вообще нет. У нас Mitsubishi Lancer X, 2007 год, 60 тысяч пробега. Это максимальная комплектация, то есть двигатель 2 литра, автомат, если быть точным, вариатор. Есть вот накладки, есть пороги, есть вот задний спойлер и насадка на глушитель. Это то, что отличает ее от более низших комплектаций. А теперь хотелось бы рассказать вам о самом автомобиле и оставить свой отзыв, обзор, вот как хотите. Да? В прошлый раз мы публиковали историю покупки Lancer 10-11 года, и в комментариях там нам начали писать, нужно было Camry купить, 30-ку, нужно было купить Шкоду на механике, а мой сосед Астру пригнал и так далее. Конечно, ребята, нужно было купить Camry, можно было купить Кабана 140-го, вот такая машина, правда? Можно было, ну, что угодно, да, вот, ну, как вариант, кстати. Вот, можно взять несколько, даже очень много. Вот, но мы купили Lancer. Но вернемся к нашему Лансеру. Самый частый вопрос, сравнение, да, когда людям говоришь Lancer 10, отвечают 9 Lancer был лучше. Конечно, ребята, 100% был лучше, он был мягче, он был комфортней. Да, так и было. Но это было давно. Он, ну, откровенно говоря, уже не совсем современный, не совсем красивый, не совсем актуальный. Если бы вот здесь, ну, жаль, у нас нету 9-го Лансера под рукой, если бы мы его здесь поставили, вот две машины, большинство людей село бы именно сюда, и покупатели голосуют кошельком именно за этот Lancer, особенно молодые люди, потому что он красивый, современный, у него агрессивный дизайн, машине 11 лет, а она выглядит актуально. Сама модель была презентована в 2007 году и продавалась вплоть до 2017 года. В 2011 году был небольшой рестайлинг, изменилась вот передняя часть, появилась такая хромированная окантовка. Ну, изменения были минимальные. С этим автомобилем устанавливалось несколько двигателей 1.5, 1.8 и 2 литра в дорестайловом исполнении. На 1.5 был обычный автомат, гидротрансформатор, на 2-литровом был вариатор. После рестайлинга остался двигатель 1.6. Поговорим о слабых местах и о проблемах данного автомобиля. Проблем нет. Ну, как бы мелкие проблемы есть, они есть у всех автомобилей, но глобального чего-то здесь нет. Хороший надежный двигатель, ходит нормально, масло не ест, ну, как правило, ничего с ним не случается, там, в отличие от 1.5, на который были жалобы, что там залегают кольца, ест масло и так далее.
едет хорошо. Коробка-вариатор, да, ну, в теории, конечно, вариатор это слабое место, да, но на практике он здесь ходит очень хорошо, очень долго. Такой же, кстати, двигатель стоит на Outlander XL на 2-литровом исполнении, и тоже по автомобилю все хорошо. Всегда, когда приходят клиенты и хотят Lancer X, всегда они также рассматривают две альтернативы. Это Mazda 3 и это Honda Civic. У каждой из автомобилей есть свои плюсы, свои минусы. К примеру, там у Mazda 4-ступенчатый автомат, поэтому у нее повышенный расход. У Civic клиренс, ну, для некоторых 1.8 не едет и так далее. Да? Что касается популярности модели и продаж, Lancer X был очень популярен. Если я не ошибаюсь, в 2007 году вот такая машина в такой комплектации стоила там порядка 32 тысяч долларов. Плюс-минус точно не знаю, можете проверить, но стоила она дорого, их покупали, их разбирали как горячие пирожки. Что касается характеристик, показатели безопасности, да, очень важный параметр. Не часто люди об этом задумываются, но это очень важно. У этого автомобиля хорошие показатели безопасности. Сколько там звезд было, точно не знаю, опять-таки можно посмотреть, но машина безопасная, машина надежная. Хороший расход. Вот в городе можно получить без проблем, можно получать там 8,5-9 литров в городском режиме. Это очень экономно, я считаю. Надежный цепной двигатель, 150 сил, цепь ходит 200 тысяч, не знаю, кто-то там 300 тысяч доезжает, ну, по-разному бывает. Некоторые, конечно, покупают со вторых, с третьих рук с пробегом 120, у них машина начинает сыпаться, и они говорят, ну, плохие машины сейчас делают. Вот раньше, ну, как Camry 30, как, ну, вы знаете, да, вот раньше делали хорошо, сейчас плохо. Но на самом деле, там, первый хозяин до 200 докатал, на 100 скинул второй, и, ну, там уже никто не знает, какой там на самом деле пробег был. Поэтому нужно всегда покупать машины с минимальным пробегом. Многие люди вот хотят, чтобы машина была не крашеная. Некрашенная машина супер. Ну, я тоже хочу, чтобы она была. Но мы ездим, Киев, большой город, там притерся, там не увидел, там что-то упало, ну, покрасил деталь, ну, вот как у нас. Ну и что, как бы. Можно купить сейчас некрашенную машину, вот, ну, собственно, как было, да. Вот эта часть была в идеальном состоянии, когда мы ее покупали. Нет, тут была отметка уже раньше, да, но вот появилась еще новая. И случается часто так, что мы покупаем машину вообще без крашеных элементов, потом происходит какой-то неприятный инцидент, на машине есть подкрас, и от этого она свои свойства не теряет. Из минусов это касается всех японцев, слабое лакокрасочное покрытие. 80-90 микрон, там, до 100 микрон. К примеру, у европейцев, ну, там, в среднем 120, иногда бывает и больше. Из-за этого появляются царапины, легко появляются, и, в принципе, сполировать их нет возможности, потому что слой лака тонкий. Слабая шумоизоляция. Опять-таки, на всех японцах она слабая, с этим приходится жить. Металл довольно тоненький, изоляции нету. Ну, звенит реально, да, как консервная банка. Ну, у всех так. Люди жалуются на твердые материалы в салоне. Пластик скрипит, он дубовый, деревянный. Да. Ну и самое, ну не знаю, самое, не самое, ну вот конкретный минус, да, ну для кого-то минус, кому-то все равно, это багажник. Есть частичное решение проблемы. Под ковриком лежит полноразмерная запаска. Эту запаску можно убрать, положить сюда докатку, пластик выбросить, и тогда мы получим плюс, ну, грубо говоря, 10 сантиметров. Опять-таки, это не решает вопрос. Если вам нужно грузить коляску сюда, то, ну, это делать неудобно, потому что отверстие маленькое. Что касается эргономики и рабочего места водителя, здесь удобно, здесь удобный руль, он приятный на ощупь, он реально мне нравится. Есть лепестки, кстати, вот в режиме ручного переключения передач на ней ехать очень, ну, очень приятно. Вот, ну, я бы, наверное, так
ну, я бы так не ездил, да, но периодически я бы переходил в этот режим, потому что она совсем по-другому начинает себя вести. Что касается того, как автомобиль стоит на дороге и как он держит себя в поворотах, ну, здесь, конечно, есть минусы. Это далеко не эталон, ну, что поделаешь, так есть. Наверное, он придуман для другого. Что касается комплектации, как я говорил, она у нас максимальная. Датчики света, дождя, лепестки, круиз есть, управление магнитолой, есть климат, есть подогревы. Вот как бы задний ряд, места достаточно. Есть подлокотник, есть вот ручка такая. Ничего в голову не упирается. У меня, конечно, рост небольшой, но в некоторых машинах вот сзади вот часто недостаточно места для головы. Тут все окей. Наше видео подошло к концу. Обязательно оставьте комментарий, напишите, понравилось вам или нет. Делитесь своим опытом, критикуйте, задавайте вопросы, подсказывайте. А также напишите, какой автомобиль вы бы хотели увидеть в следующем нашем обзоре. Всем спасибо, до новых встреч!